Если вы смотрите наше видео, друзья, то, может быть, помните видео о технологиях, которые продвинут яхты больше в массы. И одна из технологий, которой я отдавал такое должное внимание, которая действительно будет способствовать развитию яхтинга, это была технология добычи интернета в любой точке мира. То есть технология Starlink. Я не ошибся только в одном, что я не ожидал, что она так быстро, так стремительно будет развиваться, друзья мои. Сейчас Starlink это уже такой must-have на яхтах. Я вам скажу, что в последние 2 года мы устанавливаем Starlink на каждой яхте. То есть порядка 20 с лишним лодок мы сдали, и на каждой был установлен Starlink, комплект спутниковой связи, спутникового интернета. Я также пользуюсь Starlink, также я поставил на свою лодку. Мне есть что сказать об этом. Давайте об этом и поговорим. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус, и сегодня у нас интернет на яхте. Поехали! Что ж, друзья, сайт у мистера Маска немножко запутанный, как и он сам, бедный по жизни. И я вам попробую помочь немножко разобраться. Я сам пользуюсь Starlink, у меня на лодке обычный, стандартный, предыдущего поколения комплект, домашний, который вот вращается, крутится. У меня была одна мотивация его купить, это экономия. То есть была специальная акция для Франции, 225 евро, бесплатных 1 или 2 месяца было. Я знал, что я далеко не буду ходить, и я вот воспользовался таким комплектом, именно такой антенной. Но я за это, друзья мои, поплатился, что ни на есть, вот деньгами. А почему? Потому что я вам расскажу дальше. То есть я установил вот такой Starlink, и у меня был подключен, опять же, тарифный план домашний. Мою лодку команда перегонщиков перегоняла на лазурку, и они шли через Бискай. О чудо! В принципе, интернет был, и Starlink работал даже вот в середине Биская. Одна была проблема, когда, собственно, там находили очень плотные сильные тучи, была болтанка, срывалась связь. А так, в принципе, мы переписывались, мы вели голосовую связь. Единственное, что он в этот момент не тянул видеосвязь. А вот такой даже мы имеем experience. Ну, друзья мои, давайте попробуем по порядку. Сначала разберемся с аппаратной частью. Это антенны и роутеры. Цены у нас стартуют со стандартного набора. Так он называется, стандарт. В него входит flat тарелка, которая не крутится, и роутер. Подключение у них идет через свой штекер, да, то есть вы не можете другой кабель, обычный кабель использовать в данной антенне. И также есть комплект, где вращающаяся есть антенна, она с мотором идет вот практически такая же, как у меня, стандарт Actuated. Ее, соответственно, я вам не рекомендую, хотя, опять же, я вам скажу, что если вам уже такая попалась, там есть опция ее просто вот остановить. Будет чуть хуже прием, но, по крайней мере, она перестанет есть электричество и пытаться поймать спутники. Если вы себе берете на свою лодку, хотите ее стационарно укрепить и поставить, вполне подходит очень даже экономичный вариант, именно комплект стандарт. Но не actuated, то есть не крутящаяся антенна. И если вы будете ходить вдоль берега, официально до 12 миль, а реально он работает даже чуть больше, то в принципе вам будет достаточно такого комплекта. Опять же, если вы не видеоблогер и вам не надо передавать огромные файлы, то есть для видеосвязи будет с головой, то есть она покроет практически все ваши потребности при определенных правилах, о которых мы поговорим позже. Размер антенны порядка 40 на 60 сантиметров. Вы должны выделить это место у себя на крыше, на яхте, не под гиком, потому что он может мешать приему. Сама антенна весит 3 кило. Потребляет она у вас порядка 100 ватт, 75-100 ватт. Опять же, вы должны рассчитывать на такое потребление.
Запитывается это все от переменной сети, поэтому, опять же, учтите, что нужно 220 или 110, если вы в западном полушарии. И отдельно вы ставите роутер. В принципе, у меня роутер покрывает катамаран 40-футовый полностью. Если же у вас лодка там 60 футов, 70, вот как мы ставили, на катамаран мы ставили еще 2 меш-роутера дополнительных и раздавали интернет. Поддерживает она Wi-Fi 6. В комплект также входит 15-метровый кабель. Друзья мои, опять же, учитывайте, что даже на небольшой яхте, если вы его будете вести, скажем, вот такими извилистыми путями, иногда его может не хватить. На 42-м катамаране у меня были такие случаи, что как бы не хватало, мы дозаказывали 25-метровый. Поэтому учтите, 15 метров кабель, вы должны продумать, каким образом вы будете делать связь между роутером и самой антенной. Антенна, защищенная по стандарту IP67. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы покрыть установку в корме где-нибудь повыше, где ее будет не сильно заливать соленой водой. Вот такой самый недорогой, простой наборчик. Мне такой набор обошелся в 225 евро со скидкой. Так он порядка 350 стоит. Но опять же, ребята, цены зависят от страны. И смотрите, то есть для каждой страны там свои предложения. Что ж, дальше мы поговорим о антенне Starlink Mini. Она мне понравилась. Она не так давно появилась, этот вариант. Мы уже несколько таких ставили. Ну, что значит ставили? Ставить там, по сути, нечего. То есть ты подводишь только питание, и питание может быть 12 вольт или 24 вольта. У нее нету роутера отдельного, роутер внутри. И все, ты вот воткнул, и она уже начинает раздавать тебе интернет. Размер у нее 43 на 33 сантиметра, ну, то есть вот больше такого листа А4, и весит она чуть больше 1 килограмма. Друзья мои, просто классная штука, мечта для людей, у которых небольшая лодка, либо кто не хочет просто морочиться с установками и так далее, и так далее. В принципе, если у вас даже лодка, скажем, там 40-50 футов, но вы работаете в одном месте, вы можете себе поставить этот роутер где-то между кокпитом и салоном, если это катамаран, и вы будете иметь себе интернет. Даже он будет доходить там до вашей хозяйской каюты, если его грамотно установить. Соответственно, плюсы какие? Маленький, небольшое энергопотребление. Вот от 60 ватт минимальная установка, вы можете сами его установить. Но за все это удовольствие вы, конечно, платите тем, что скорость у него ниже, чем у предыдущей тарелки, да, чем у предыдущей антенны. Опять же, видео вы можете смотреть в HD формате. Видеозвонки поддерживаются при условии, если у вас как бы хорошая видимость, над вами висит достаточно спутников. Опять же, смотрите по цене, в каждой стране цена своя, но опять же, вот мои клиенты покупали за 350 евро комплект, собственно, коробку с этим Starlink Mini. Более того, эту штуку можно рекомендовать чартерным яхтсменам. Вы знаете, что когда вы берете яхту в чартер, там вам дают маленький 4G роутер, ну, иногда чуть побольше, и там каких-нибудь 5 гигабайт, там 10 гигабайт на всех вас. А этот вы можете просто взять с собой в чемодан, бросить, да, и подключить, его просто прикрепить так, чтобы он не улетел за борт. Более того, друзья мои, мой один клиент делал переход через Атлантику, и он у него на минимальном пакете работал даже через Атлантику. Мы ему в WhatsApp звонили, вот, общались с ним, иногда были помехи, иногда он говорил, он отключался. Но, друзья мои, за такие деньги среди Атлантики иметь связь, вот, человеческую, скажем так, еще 5 лет назад это было просто unreal. Потому что раньше все эти инмарсаты, иридиумы, они с низкой скоростью, с безумными ценами, с безумными тарифами, то сейчас это просто красота. То есть ты можешь работать даже среди океана. А если в планах вашей навигации прибрежное плавание, то вот такая штучка маленькая закроет вашу потребность в коммуникации, в возможности работать, присутствовать
там, где нужно. То есть я очень даже рекомендую. Если вы, такой суровый интернетчик, да, и вам нужны передавать большие объемы данных и достаточно быстро, то welcome Contentum Performance. И вы сразу увидите, что есть два поколения, Generation 2 и Generation 3. Generation 2 это бывшая High Flat Performance, да, сейчас просто Performance. И Performance 3 это вот Performance 3, друзья мои. Я хочу как раз себе поменять на следующий сезон, поставить вот такую антенну именно третьего поколения. Почему? В первую очередь различие между этими двумя поколениями в скорости, конечно. На загрузку третье поколение поддерживает у нас до 475 мегабит в секунду, второе поколение 450 мегабит в секунду. Вот с такой скоростью мы можем загружать. Для меня, конечно, более важнее отдача, да, тут поскромнее все. Тут 75 мегабит в секунду поддерживает третье поколение на отдачу, 60 мегабит в секунду второе поколение. Соответственно, друзья мои, для меня это важно. Если передавать большие объемы видео, которые мы делаем для вас, собственно, то для меня даже вот эти 15 мегабайт в секунду на передачу, достаточно важны. То есть они, по сути, на 30% убыстряют процесс моей передачи, да. И прием гораздо веселее. На прием у меня более меньшие файлы идут. Но это еще не все. То есть Generation 3 это, по сути, такой более индустриальный вариант. Он более защищенный, то есть у него доходит защита до IP69. У него блок питания тоже с защитой идет IP68. От пыли, от влаги. Это здорово. Кроме того, третье поколение Performance более экономичное, то есть у него потребление на уровне 70 Вт, вообще почти как у мини, а у второго поколения 110 Вт, то есть разница такая 30-35%, это существенно. Кроме того, разница между вторым и третьим поколением в том, что в третьем поколении у вас есть кабель RG45, это прекрасно, да, то есть вы можете использовать любой кабель просто вот из магазина, но опять же я рекомендую защищенный. Соответственно, монтаж и интеграция у Generation 3 будет намного легче, то есть вы его легко подключаете достаточно быстро и без всяких хлопот. И на закуску третье поколение имеет гарантию на 1 год больше, то есть если у Generation 2 это 2 года, Generation 3, соответственно, 3 года. Да, я хочу себе купить именно эту тарелку, поставить именно эту антенну. Я надеюсь, еще к июню цены, может быть, упадут. И кроме этого, у третьего поколения есть подключение на 12 вольт. Опять же, классная штука, то есть мне не нужно через инвертор это все заводить, просто от батарей мы заводим и получаем 12 вольт подключения. Просто мечта яхтсмена. Поэтому, если вот вы такие серьезные потребители контента, то да, вот Generation 3 закроет все ваши вопросы. Но, опять же, без хорошего тарифного плана, эта антенна работать не будет. И вы должны понимать, что наш любимый Илон Маск здесь нам подложил как бы хрюшу, да? Потому что все планы имеют очень такое полярно-радикальное различие. До 50 гигабайт очень сладкая цена. Как я вам говорил, я плачу вообще 29 евро. До 100 евро в роуминге можно платить. И вот такие вполне приемлемые цены. Зависит от страны. То есть до 50 гигабайт просто красота. Потом резко идет уже 500 гигабайт. Потом идут понятия приоритетных планов, а они очень важны, я вам сейчас расскажу. И там сразу все это дело как бы подскакивает. Морские планы доходят до 2,5 до 3 тысяч евро, опять же, в зависимости от страны. Соответственно, вы должны четко понимать, что вам нужно и зачем вам нужно это. Вы должны просто оценивать свои финансовые возможности. Соответственно, если вы можете себе поставить антенну Performance Generation 3,
но не сможете оплачивать хороший нормальный план, то, в принципе, это будут выброшенные деньги. Во время моего плавания вот по Лазурке, где мы сняли, кстати, 3 видео, рекомендую вам посмотреть, про Сент-Тропе, про Лазурку, Леринские острова. Супер! Мы наснимали столько классного материала, и была задача его, собственно говоря, передать нашей девушке-видеомонтажеру. И, друзья мои, было это все в августе месяце. И не один я такой умный был со Старлинком, и скорость катастрофически упала. Почему? Потому что я был на обычном пакете. Есть такая штука, что когда рядом очень много Старлинков, и, соответственно, на этом секторе скорость падает. А марины были забиты яхтами, на многих стояли Старлинки. Старлинки стояли в домах, в кемперах рядом. И, соответственно, друзья мои, скорость на отдачу варьировалась от 8 мегабит, в лучшем случае до 70. Вот такая вот была тема. Я попробовал купить, каюсь, да, приоритетный пакет на 1 месяц. И обошелся он в 500 евро. Но это не сильно спасло ситуацию. То есть, на самом деле, там уже, наверное, ограничения тарелки были. То есть, скорость улучшилась где-то на 15-20%. Вот такая халепа была со мной тем августом. Вот такие, скажем, муки, друзья мои, я переживаю, чтобы сделать для вас видео. И чтобы команда отработала для вас, чтобы вы как можно быстрее получили свеженькое видео, скажем так, прям из печи. Поэтому, ребята, учитывайте это, что приоритетный пакет вам нужен, если вы будете находиться с большим количеством старлинков рядом, потому что Starlink будет понижать вашу скорость, вы будете делиться, а в первую очередь приоритетные будут получать доступ к спутникам. Кроме этого, вы увидите на сайте закладочки Personal и бизнес. Вы должны понимать, бизнес, он чуть дороже, он дает более стабильную связь, и он не отключается. То есть, даже когда у вас там заканчиваются ваши гигабиты, остается очень небольшая скорость, порядка 1 мегабайта в секунду, чтобы поддерживать в любом случае связь. Это важно для терминалов. Опять же, если вы достаточно важная персона, если у вас как бы от интернета зависит, ну, просто вот критически ваша работа, то вот тогда можно рассматривать вариант как бизнес и, соответственно, его вешать на предприятие. Ну и, друзья мои, давайте поговорим о минусах. Как для меня самый главный минус, я уже сказал. Если вы в перегруженной марине или в перегруженном участке, у вас скорость будет проседать, будьте к этому готовы. Кроме этого, я очень много негативных отзывов нашел в интернете о креплениях. Опять же, будьте внимательны. Если у вас однокорпусник, который так хорошо качает, и вы идете, скажем, там, в серьезный переход, обычные крепления не подойдут. То есть вам нужно заказать. На Амазоне есть специальные крепления из нержавеющей стали, либо вы можете заказать, сделать хорошее надежное крепление. Это учитывайте. Очень много улетало антенн именно из-за плохого крепления на качке. Кроме того, иногда просто проседает, иногда зависает антенна. Тоже учитывайте, это есть. И приходится ее перезагружать. Многие также жалуются, что чем дальше отходишь от берега, тем больше появляется жор такой на качке. Опять же, если это однокорпусная яхта, повышается потребление энергии у антенны. Тоже берите во внимание это, если вы не можете зарядиться, ну, надо это учитывать. Исходя из всего этого, я могу поделиться своим использованием. У меня стоит также 4G роутер от Digital Yacht. Он выведен у меня на мачту, и он усиливает GSM сигнал, да, 4G, 5G сигнал он усиливает. И, соответственно, я им пользуюсь в обычное время. Я подключил к одному роутеру. Это смарт-роутер, который всегда имеет приоритет получать информацию, получать интернет от 4G роутера. И если обрывается связь, он переходит на Starlink. Кроме этого, я поставил на Starlink время отключения.
То есть тогда, когда я не пользуюсь Starlink, он у меня просто отключается, он у меня не берет электричество и включается тогда, когда надо. Это можно ввести расписание в самом приложении от Starlink. Пока эта технология не может полностью, да, вот стать такой народной и общедоступной для каких-то таких вот объемов больших информаций. Но именно эта технология спровоцировала некоторых людей перейти жить на яхту. И я уже имею несколько клиентов, которые купили лодку, и исходя из того, что они могут работать в любой точке мира. Ну, опять же, реально это все Средиземка. Они до этого откладывали эти планы, и благодаря, опять же, технологии Starlink, они стали яхтсменами, с чем мы их и поздравляем. И в целом это, ну, просто супер. На данный момент Starlink является монополистом, да, просто монополистом, но уже подходят несколько компаний, да. Была очень близка британская OneWeb к тому, чтобы запуститься. Уже она начала запускать спутники, но она, скажем, в партнеры по запуску взяла такую ненадежную компанию, как российский Интеркосмос. И, по сути, сотни спутников были, ну, грубо говоря, украдены. Это ее очень сильно отбросило. Она была на грани банкротства. Французы ее выкупили, и они готовят, опять же, ее к запуску. Следующий конкурент это будет Kuiper от Amazon, от Джеффа Безоса. Уже спутники запускаются, у него есть свои ракеты, которые могут запускать эти спутники. Соответственно, здесь он более независимым. И я думаю, что это будет вот конкурент номер 2. Конкуренция это хорошо, соответственно, качество улучшается, цены будут падать, я надеюсь на это. Вот, скажем, такой был мой опыт, друзья мои, пользования Starlink. Я очень хочу услышать ваши комментарии. Тема такая вечная, она постоянно меняется, развивается, аппаратное обеспечение меняется, тарифные планы меняются. Давайте в комментах продолжим наше общение, потому что именно обмен вот этой информацией имеет практическое значение, и он поможет нам всем. И я буду из этих комментов что-то брать, обмениваться, добавлять это в наш телеграм-канал. Подписывайтесь, кстати. Я думаю, что мы можем потом периодически какие-то обновленные видео делать на эту тему. Поэтому я жду ваших комментов. А если, друзья мои, вы хотите обучиться управлять парусной яхтой, на самом деле это несложно. Мы ждем вас в нашей парусной школе. Также, друзья мои, я и моя команда с удовольствием вам поможет с выбором лодки, с ее перегоном, регистрацией, страховкой, со всеми связанными вопросами с покупкой яхты. Оставим вам только приятные хлопоты. С вами был Саша Горан и команда Интерпарус. И до встречи в морях.